Характер– это и есть судьба. Майя Плесецкая. Приветствуем всех на нашем канале гильдии рассказчиков. Сегодня мы будем играть в коллекционную карточную игру Фаерия. Сегодня я вам продемонстрирую свою колоду на тритонах. Со мной вместе будет озвучивать игру Макс. Поприветствуй зрителей. Привет, зрители, привет, Артём. Очень быстро нашелся соперник. Секунд 15, возможно меньше. База. Никнейм нашего соперника. У нас немножко парные аватары сегодня с ним. Но очень хорошее начало, как по мне. Я даже ничего менять Ты не буду. покупал эту сферу дракона или за что-то У получал? меня, честно, не знаю, за что она у меня получена. У меня просто есть все в магазине абсолютно. Мне вся косметика есть, все колодцы, все аватары, уже все куплено. Поэтому из чего-то выбита она или же было просто так получено, не в курсе, не скажу. А почему ты Да, святилище не тритонов взял? нужно было выставить, но на самом деле я просто поспешил. Обычно я просто на этом мой ход всегда заканчивается. На том, что выставляю живой пир. Очень, кстати, классная карта, я ее очень люблю, ценю. Она очень часто делает противнику подлянку такую, потому что уничтожить существо это одно дело, а потом нужно еще найти существо, которым ты нанесешь 1-1 по живому пиру. А если ты это не сделаешь, то, скорее всего, его проглотит кто-то другой, и снова та же самая проблема. Гадкая колода. Да нет, не гадкая, на самом деле я считаю эту карту в балансе. Есть и по имбовой карты. Просто ей можно играть очень так, так как люди не любят играть. Когда против них так играют, вернее. Так, но тут противник явно нацелился на дабл коллект. Мы скоро его оттуда выдворим. Пока по землям непонятно, что от него ожидать. А проглатывается он в конце хода или сразу? В конце хода. Так, и ты, получается, жабу ниндзя сейчас не сможешь прокачать. Нет, не смогу. Но вообще было бы неплохо, если бы сейчас что-то зашло другое. Как бы жаба ниндзя тут мне сейчас погода не делает. Если бы она сразу глотала пир, то вполне делала бы. Ну, противник достаточно быстро пошел вперед. Какой-то третий ход будет, а уже у нас как бы я не шел вперед, но при этом у нас уже идет стычка двух существ. Что мне не очень нравится, потому что эта карта на это не Но тут рассчитана. играть только жабу ниндзя и взор. Кстати, Да, от этого твоя жаба ниндзя выживает и далее глотает 3 тонна. да, ну блин, такие карты используют. Ну блин, ладно, Тритонов того стоит. Однозначно. Но он поставил все 4 земли, и это достаточно неожиданно. Это может быть на ракаанцах, я знаю, там у них есть такое. Ну, если бы это было на раканцах, он бы выстрелял раканцев, а он это как бы особо не делает. Будешь разменять тритонов в Ну, один в зависимости или от того, будешь? что мне придет в руку. Как бы это тоже как вариант, как можно играть пир тритонов. Это всегда такая маленькая добивашка, которая у тебя остается после
сражения. Но если будет в этом смысл, то почему нет? Но смысла в этом особо не будет. Но в таком случае он все равно на следующий ход разбивает твой пир тритонов. Сам. Кто знает, Может, ты кто знает. построишь землю и будешь собирать вторым Да, хотя я бы... просто думаю, как земли построить. Понятное дело, что он там стоит, собственно, только для этого. Так. А какое максимальное количество здоровья у этого строения? Бесконечно. Думаю, он разменяется. Интересно, интересно. Куда оно прыгнет? Я бы на его месте разменивал. Не знаю. Но 1-1 У тебя тоже сейчас очень большая ценный. проблема в том, что ты сидишь без карт. Да. Какие Тебе нужно хорошие брать... карты заходят. Тебе по-любому надо брать карту. Ну, унизительный А, взор, конечно, можно 1-1 убрать. Да я вообще-то думаю, чтобы 6-3 убрать унизительным взором. Ну и Ты пиром. его не уберешь. Ну и А, пиром. нет, уберешь. У него же 1 хп станет, да? Да, но тогда в таком случае там останется 1-1, который проглотит этот коллектор. Короче, карты заходят что-то вообще. Как бы вроде и неплохие, но неплохие, если же они в комбинации с другими картами. Существами. А ш- Ну, а что, ну, ты уже походил, ладно. А что, если бы ты 1-1 тритоном отошел назад и выставил там святилище, чтобы он до тебя... При желании он бы все равно разбил. Ну, вот именно, это не имеет особого смысла. Просто... эм, Ну, нет, А на зачем самом тебе деле... здесь эти здания? Я вижу, у тебя маны за головой хватает. Ну, просто обычно тут редко такая ситуация, когда у меня появляется в самом начале игры два здания и два коллектора на две стороны сразу с первого хода. Поэтому, как бы, обычно игра идет более активно и редко, ну, не всегда получается идти на две стороны собирать ману. Поэтому, как бы, Ты будешь что-то делать, нет? да, я думаю, что, ну, ладно, пусть будет так. Но, с другой стороны, я сейчас могу получить две карты и при этом не страдать по дефициту маны. Тебе уже пора бы разбивать одно из зданий хотя бы. Да, да, сейчас одно из них, собственно, и уничтожу. Вот это. Возможно, играть Тритон-путешественник рядом с 1-1. О, Байру. Да, так мы и сделаем. А почему не Зачем? Байру? Байеру, потому что... А зачем мне этот один его лес? Погода не... Ну, короче, я потом выставлю его повыше. А сейчас я тритонным путешественником разыграюсь. Ну да, чего я думаю, собственно. Еще и Байру играть. Да нет, Байеру там сейчас ни к чему. Я поставлю его повыше и пойду уже в атаку. Ну, зря. У него 15 ман. Он может там тебе такого зверя зеленого выставить. У него вряд ли на Какого-нибудь. этом колода. А я как раз таки хочу ему сломать. Байру, собственно, для этого и создан, чтобы ломать людям колоды. Поэтому нужно построить так землю, чтобы как можно быстрее, как можно больше его земель превратить в воду. А Байру внизу, наоборот, бы дал бы ему время на то, чтобы что-то с ним сделать, пока пожертвовав только один лес. Тем более, вон, видишь, на что бы нарвался бы Байру сейчас. Не факт, что он, конечно, сейчас на это не нарвется, но все равно. Приветствую, Сергей.
Приветствую, друзья. У вас трансляция. Да, ты вовремя. Отлично. Отлично. Я тогда к вам сейчас подключусь. Фаерия, правильно? Да, Мы не Ну, изменяем раз я нашим... подключился, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Когда собраны одновременно два эксперта, Макс, Артем и их помощник Сергей, то это стоит лайка, друзья. Артем показывает колоду на тритонах. Достаточно интересно. Не знаю, ты затягиваешь с Байеру, я бы его Нет, ставил. нет, я его сейчас ставлю, конечно. Видишь, сейчас он играет на 3 земли, и, скорее всего, снова-таки он не попадет в цветок. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Чего тянуть-то, если есть мана? Просто по-глупому тоже как бы не хочется с ним попрощаться. А так нормально. 3 желания, колода на 3 желаниях. Я не видел таких уже очень давно. Прям Да, эксклюзив. они потеряли, наверное, свою популярность и актуальность, когда начали выходить первые DLC. Ну, наверное, после Oversky там уже их особо не было видно. Да, поддерживаю это эксклюзив и в то же время хороший задел для сбора интересной колоды на 3 желаниях. У нас уже, напомню, друзья, сейчас есть 2 версии в разработке. Это на зданиях, которую вы скоро увидите на нашем канале. И на 3 желаниях вот вторая может получиться интересная такая фановая колода. Ах, Байеру не сыграл. Противник разобрался с помощью унизительного взора и разменом 2 существ. Да. Как ты считаешь, Артем, Байеру окупил себя в такой размен или все-таки нет? Ну, на самом деле, для Байеру достаточно нередкая ситуация, когда он просто играет, что его сразу же разбивают. Но, ну, то есть, это, как правило, в приоритете стоит для противника всегда, когда его выставляют. Но что, он потратил на это 3 карты. 4-3, может, ты ману будешь собирать, у тебя же здание качаться будет. Да, я единственное... Нет, здание качается не от этого, Максим. Оно качается от... Нет, я пойду в атаку. Ну, не сколько в атаку, просто разобью цветок. Почему нет этого? Вот написано, получает плюс 0,1 каждый раз, когда вы собираете фейри. Но я же сейчас не получу с этого ману. А так я... Ну, то есть, это как бы на будущее хорошо, но сейчас там все на все 3, я разбирать это здание не хочу. Я не предлагал тебе разбивать здание, я предлагал набрать твоим тритоном ману из колодца. Ну, я, видишь, у меня теперь 2 существа, плюс дров карты. И ему сейчас нужно будет, скорее всего... Хотя нет, он идет в атаку все-таки. Не знаю, к сожалению или к счастью. Артем, а можно у тебя спросить для себя лично, и для наших подписчиков, как правильно читать твой ник? Isame, iSame или еще как-то? Айсейм, iSame. да. Отлично. Ну вот, Благодарю. соперник ставит таунт. Теперь тебе нужно что-то придумывать, потому что ты пока остаешься привязан. Но привязанным я уже не остаюсь, благодаря унизительному взору. Единственное, что... Надо придумать, как это хорошо разыграть все. Почему? Смотри, унизительный взор разбиваешь 4-7 и 5-4 идешь в лицо. Ты еще можешь разыграть. Ничего больше не могу разыграть. Ну, если Ну, либо 5-4 забираешь 4-3. Тут сам выбирай. Либо в лицо идти, либо 4-3 забирать. Ну, вот и я думаю, что какой из этих вариантов лучше. Наверное, будет есть смысл тогда разбить уже святилище тритонов, потому что вероятно, что он его сейчас сам разобьет.
Так может оставить, ну, смотри, ты выиграешь 3 мана, так и шанс, что он позарится, и ты 7 получишь в лицо. Ну, Ты 7 получишь в лицо, но Тогда и издание больше даст на следующем ходу. Я ж правильно понимаю, вы 4-3 сейчас нейтрализуете также, 5-4. мгм. И ему Ну, останется выбор одним существом. Или же в лицо, или убивать святилище. я думаю, 4-3 Вернее, 5-4 разбить 2-3, а этим пойти на... убить его 4-3. Я бы сделал так. Ух ты, у вас что, зеркальная колода? ну, Да, не совсем не совсем. зеркально, у Артема все на синих, а тут видишь, какой каламбур у противника, все земли построены. А, и скорее всего это он вытянул у тебя из колоды, правильно же? Нет, перед Тритоном у него была... Это его карта. Мгм. Все-таки Ну, да, по-моему, это 7. хороший вариант был. То, что он сыграл не в Учитывая, что лицо. у тебя жаба ниндзя есть, Да, да, вообще жаба ниндзя отлично. сейчас эту проблему решит. И у меня как бы 5-2 под его лицом. Но не забывай, у него еще 8 маны, сейчас у тебя тоже что-то будет интересное. 3 Три желания. желания. Так, давайте вообще вспомним, что 3 желания делает. Дровые 3 карты Получаете верхних. 3 единицы здоровья и копии 3 верхних карт вражеской колоды. Каждая из них стоит на одну меньше и становится нейтральной. Ай-яй-яй. Нельзя пожелать новых желаний. То есть ты не можешь из колоды противника вытащить 3 желания. Ну, у меня такого нет, так что это не страшно. Проседаешь ты по мане, конечно, серьезно. Да, это, конечно, правда. Вначале мне не удалось разыграться так, как бы я хотел, завоевав одну сторону колодцев, поэтому да. Это, вот эту карту, по-моему, он у тебя 3 желаниями вытащил. Да, да, ты же видишь, она у него нейтральная и стоит дешевле. И владыка прилива у него еще должен быть. Ну, кстати, что грустно, что мои карты, идейность, синергия моих карт ему тоже очень подходит, потому что у него есть синие, достаточно, у него в основном синие все-таки существа, и тут мои карты с ними хорошо синергируют, то есть то, что он вытягивает, ему играть более эффективно, чем просто карты со статистиками и с дарами. И рыбофугу здесь есть. М, Есть чем ответить ему на такой мощный стол. Ну, ты видишь мою руку, она у меня сейчас достаточно Ну, надо дорогая. владыку хотя бы ставить, хотя не знаю, чем он
Он, в принципе, то выживает после удара 5-6. Надо в любом случае ставить. И не биться. Ну, я бы так Но делал. я тоже не думаю, что стоит биться. Сейчас, как вариант, можно будет Аврора отхилить, если 6-6 выживет. Ударится и Мгм. опять его сделать 6-6. Ну, сейчас видим, как он сыграет, потому что все зависит от того, что он придумает. Ну, судя по тому, как он строит земли, вряд ли он сейчас... может теперь... Теперь может, да, и Ага, он удариться. убивает. Разбивает полностью. Контролит стол. В принципе, Нет. правильно делает. Он сделал иначе. Очень правильно. Кстати, тогда не понимаю, ради чего вот это было движение такое. Но чтобы сейчас у меня И- было 6-4, которое разбивается 4-3. А у тебя тут есть что-то с передвижением земель? Или нет? Нет, нет, такого тут, насколько я помню, нет. Ты думаешь Аврору играть? Нет, я не думаю Аврору играть, я думаю поставить еще одного владыка приливов. Тоже хороший вариант. Наверное, даже лучший. Ну и получается, Ну а там разбивайся. да, она уже никак никому не поможет, поэтому да. Да, если бы он тебе сейчас дал дабл коллект собрать, это было бы еще исправимо. У тебя очень хорошая карта сейчас. Но дорого. Пока И моя пока рука жизни много. дороговая. Ключевое слово пока. Ну, даже он за этот ход тоже максимум 4 наносит пока что. Кстати, земель у него очень много. Тут может и дерево вылезти, на самом деле. Только, правда, по дерево 7 леса вроде надо. или Нет, 3 У леса Максима, наверное, надо. фобия на деревья. Ты его как раз увидел в Пандоре, теперь тебе везде дерево мерещится. Да, да, есть такое дело. Кстати, задумка, вот можно уже сделать такую запись, если играть на 3 желаниях, делать колоду, возможно, дерево очень хорошо сюда смотрится. Ну, Надо просто вспомнить, я не помню, оно 7 леса именно требует? 3 или леса просто она там стоит. 3 леса она 3 стоит. леса? Да. Ну и если 3 особое, леса. и особое, да? Да, и 7 особых. Ну, тогда это хорошая может быть карта в такую колоду. Вполне хорошо заходит. Какую-то колоду, знаете, такую собрать? 3 желания, день драконов, дерево. И она играть не будет. Да. Ну и сделать, чтобы она играла. Это будет задача для Айсейма. Вот только он с ней может справиться. Фух, так. К сожалению, дефицит маны очень-очень мешает. Ну, тут особо много чего я не смогу сделать, на самом деле, это просто... Так. Итак, Да, конечно, противник очень сильно заспамил сильными существами, причем твоими же. Опять же, за счет того, что он с 3 колодцев собирает, даже с 4, это он сейчас 5-6 подпрыгнул. Ну, и не просто. 3 желания, помимо того, что оно копирует карты из колоды, оно делает их Мгм. дешевле. То есть, например, Ещё Артему, удешевление. чтобы сыграть там владыку, надо там 5 маны или 6, как там стоит там. Вот это делает Все всего равно, за- это ваш первый поединок. да, первый. Да, это первый. Да, давайте, чтобы 3 было. Колода интересная. Пока ищется битва, может, Артем, расскажи для вновь подключившихся и вообще основной смысл колоды, Ну, твоей синергии. собственно, колода на тритонах, там достаточно много синергии в плане того, что вот тот самый владыка, который бафается, если стоит рядом с тритоном, тот самый наставник, который бафает существо с прыжком. Ну, это как бы основная идейность, что это тоже высокомобильная колода. Она
почти полностью синяя. Там единственная одна желтая земля, тоже ради тритона, который, не помню, как он называется, 4-5 с прыжковым полетом. Вот. Планер. Планер, точно, вот. Ради него один песок, но это, я считаю, того стоит. Тоже карта высокомобильная. А буксировщик с одним песком? не Нет, нет, ложился? буксировщик это достаточно дорого было бы сюда, и Он не тритон, да, насколько я знаю? да, он, естественно, не тритон. Поэтому в нем как бы тут нет особого смысла. Но так идея снова-таки на том, что это высокомобильная колода с постоянным маленьким усилением, то есть тем же самым плюс 1-1 от наставника, плюс 1-1 тритон, когда он стоит рядом с тритоном, плюс 1-1 от пира тритонов, ну то есть такой мелочью, которая часто людям ломает планы. Ну, то есть у нее контроль доски, да, основной профиль. Ты начинаешь контролить доску за счет Ну, прыгунов. да, да. Еще такой вопрос: в ранговых боях, да, вы играете? Да, да, это ранговые бои. Я сейчас на 15 ранге. Соперник, если я не ошибаюсь, с которым мы только что играли, был на 10, если я не ошибаюсь. Вот. Там на видео будет видно, на каком он ранге. Ну да. Да, первого соперника нашло намного быстрее, секунд за 15, а этого уже 2,5 минуты. Более качественно тебе подбирает игра. Но у меня есть предположение, что это тот же. Или нет. Не, это не тот. Но аватар у него, по-моему, такой же. Я по аватару сужу. Нет, это не тот. Это Fleetfoot. Какой у него ранг? У него ранг, сейчас вам скажу. 16. Предыдущего ник база был. Это уже другой соперник. Наверное. Кстати, вы ближе по рангам. Один всего лишь отличаетесь. Тут и планер хорошо смотрится. Да, планер в он требует начале- всего 2 земли. И он может идти спокойно на отдельную линию, то есть туда не нужны земли. Поэтому да, это очень хорошая карта. Еще сюда, кстати, может быть смотрится замешать две случайные карты. Синяя за 0 маны. Так, чтобы добавить изюминку, какое-то разнообразие, возможно. Мгм. Ну, возможно в этом как бы есть смысл, но там, если не ошибаюсь, просто выкидывать из колоды особо нечего, чтобы замешать, ну, чтобы поставить эти две карты для рандома. Как ты заагрил сразу противника на своего. Да, Закрываться будешь сейчас? Ну, кстати, как вариант, можно сюда как раз таки поставить песок, который противнику не подходит. Да, наверное, так и сделаем, это того стоит. И тогда, наверное, тоже сюда поставлю. Но только подожди, может быть разыгрываю не перед ним, там может быть унижающий взор, а планера Да, жалко. по давай. центру сыграл. Он уже ничего не сделает тебе, да. И ты можешь на правый фланг пойти там или решить. Кстати, да, хороший мув. Я об этом даже чуть не подумал. Я думал вначале просто закрыться, а действительно уж песок не подходит. А мне как раз таки очень даже подходит для начала. Деклассифицировали пока что. Да, но видимо у него что-то есть. Видишь, он напрямую идет столкновение, значит у него сидит уже, скорее всего, унижающий взор. Унижающий. Не боишься налево пойти? Нет, нет, я Ладно. не боюсь. Я, во-первых, сейчас, скорее всего, туда просто доставлю. Теперь будешь играть. Да, пир. Наверное, сюда землю поставить. А почему ты не разыграл пир возле 5-4 сразу? Так я сейчас это У него сделаю. рывок. У него рывок. А, рывок, понятно. Я думаю, куда поставить просто вторую степь. Он так поставил землю неоднозначно. Может быть над своей пустыней, как вариант. Ещё, Ну, чтобы пойти на 2-4, там мешать ему. Ну, А я бы можно там- поставил, наверное. я бы по центру смотрю на землю.
Ах, Либо возле 1-1 возле 1-1 своего ставь, иначе он потом может... он не может. Хотя В конце хода он проглотит его. И вот волшебным образом 5400 превращается в 6-5, и существо становится мощнее, выглядит уверенней. Теперь посмотрим, что было у соперника. прыжком и полетом, конечно. Смотрите, тут еще красные земли добавились. Унижающий, скорее всего, да, у него? Нет, пока что. Ага, у него ничего не было, получается. Да, но это 5-7 мне, честно говоря, не сильно нравится. Прям очень не нравится. Надо Так. строить воду под жабу ниндзя. Но 5-6 ты можешь пока отойти к центру. И причем здание тебе надо разбивать, иначе он сам его разобьет. Да, он его не разобьет, пока там останется одна Ну, единица. можно 2-2, я думаю, будет в принципе выгодно. У тебя есть здесь унижающий взор или Да, что-то? Я такое бы есть. 2-2 убивал тогда. Ну тогда просто Но здесь 6-5. 5-7 разменивается. Ну, в принципе, И здание еще живет. да, я Да. согласен. Ну, как бы фигура свою сделает, она одну И то есть бесплатно заберешь. тогда 3 тона ставить, да. Да, и ему еще и строить землю надо. А там еще 1-1 после 6-3 останется. Да. И ты им добьешь. Ну, Посмотрим. пробафаешь ты 2-4, но ты его сейчас и заберешь 2-4. А, он сам себя, тем более, вообще для тебя шикарно. Идеально, конечно, и через унизительный его убить. Но унизительный не приходит. 4-5, ну... Надо, может, подожди, сначала забрать 2-4. Нет, 2-4 это, да, просто 4-5 я никак не заберу, и все равно остается шанс. Смотри, как и можно поставить 2 пустых. Один возле 2-4, а один справа от 1-1. Туда перепрыгиваешь, забираешь 2-4, потом собираешь ману, убиваешь 8-1. Как тебе Так, такой подожди, ход? я что-то... чтобы эту ману забрать? Ну, И у дело в тебя том, еще что я по здание землям не прокачивается. сильно... Ну, хотя у него, в принципе, синий, мне Байеру тут как бы не играет так, как бы мне хотелось, поэтому так можно сделать, можно. Посмотрим. Кстати, Байеру ты можешь и сыграть сейчас при желании. У тебя ж есть. Нету земли, у меня здание. нет на земле нету. Нет Мана земли. есть, как раз таки земли нет. Ну, это В центре 7-5. Тритона. Да, ну да, можно и Да, все. я бы в центре тоже ставил, Там чтобы есть можно дабл было коллект так уже. дотянуться, если что. Сейчас бы унизительный взор какой-то, да? Ну, я тоже на это рассчитываю. Может быть, 4-2 отойти назад, просто не размениваться. Я бы тоже сейчас так потянул думаю. карту, на самом деле. Как бы сейчас с ним размениваться нет смысла. Он ни одним, ни другим существом не берет ману. Он не опасен сейчас в этом плане. А 4-4 отправить, да, на другой колодец. Смотри, как ты быстро здание свое раскачал. Маны можешь захлебнуться. Он такого исхода мне пока не хочется, на самом деле. Но ты, конечно, Но уже надо что-то разыгрывать. Два существа все-таки и одно раненое маловато. Можно доску не потерять. забывай, что там красные, там могут быть гневы и всплески. Могут быть, а могут и не быть. И все-таки не заходит то, чего я бы хотел увидеть. Тебе в идеале Ну надо да. ещё одну землю построить. Да, я сейчас буду ставить, наверное, воду. И... Ну я бы 1-1 бесплатно забирал. А ну-ка, что делает этот як? Он пока ничего не ну, делает, это нам не это не тот, страшно. который, если переживает, еще баф получает. Нет, 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 я это не тот, это тот, знаю. который... Бить 1-1 бесплатно забирать, он 7-5 опять не соберет ману, потому что будет тебя бить. А там ты его, ну, Ну и с одежкой 2-3 можно заберешь. забирать тоже, я думаю. Да, ни к чему ему собирать ману. Может, да, хотел сказать, надо было сверху поставить владыку 6-6, но это до удара надо было делать. Мгм. Да, это я ладно. немножко не подумал.
Ну, ты Но в можешь любом сейчас случае... А жабу почему нет? выкинуть. Подожди, все равно, я сейчас... Нет, я сейчас буду делать иначе просто. Я сейчас играю так, играю так, и все равно разыгрываю владыку, притом разыгрываю на более лучшей Тоже земле. хорошо. Да, сильный ход. Еще не забывай, что у тебя там 12 маны в запасе сидит. Ну, 1-1 забирай в любом Да. случае. Байеру 8-10. Ну да, пока еще рановато. 7-5 убирать, и Байеру можно ставить свободно. И знаешь, Байеру надо ему вон там, под лицом ставить, чтобы как раз где красные земли. Да, между теми двумя красными, которые у него стоят, на линии колодцев. Что-то активно ищет соперник. А Так, как у тебе меня- выгоднее разменяться? Через жабу? Нет, смотри, можно 6-6 отдать в 7-5. 4-3 забрать 2-4. Жаба ниндзя забрать 1-1. Я бы жаба А, ниндзя забрал 2-4. Байеру поставил бы на землю, которая по линии колодцев, снова таки 4-3 и... Нет, 7-5 разбился бы об 6-6. А, нет, 3-2 и 4-3 разбил бы 7-5. 6-6 можно в лицо, 4-3 убивает 1-1. ну давай так. А, он же выживает. Ну ладно, тогда Байеру сейчас не играет, я забыл, что он выживет. Как бы вроде и хорошо, но я на это не рассчитывал. Ну и на самом деле тогда можно... Скажем так, смертоприношение, жертвоприношение не получилось. Пошло не по плану. Я думаю, может все-таки коллектора оставить и 6-6 разбиться, все равно я стол полностью чищу, мне не так страшно, что я сейчас не наношу урон в лицо. Как хочешь. Ты Да, и занял Тритона- 2 и его Тритона горы. можно ставить. У тебя Ну, 15 маны да, в запаса, принципе, у меня есть насыщать всё. стол. Занял 2 его горы. Красные существа он не разыграл. Ух ты, он тут что играет... это за чудо? Он тут играет на более опасных картах. Все, Ну, противник сдался. Это безоговорочная победа. Хорошая. Поздравляю, игра. друзья. Это лайк и подписка и комментарий. ну и третья, решающая для этой колоды битва сейчас будет. Ну, не сказать, что этот соперник был особо опасен для этой колоды, то есть не было какой-то такой напряженной игры. Тут больше была ситуация, что у страха глаза велики, и мы боялись то, чего у противника не было на самом деле. Я бы не сказал, что все вообще было как-то критично. У тебя было 15 мани в запасе. Единственная твоя проблема была в том, что карт у тебя не было, и чтобы разыграть все это на эту ману. Да, карт не было, но смотри, я мог каждый ход дровать, у меня каждый ход, получается, приходило бы по 3 карты, что, в принципе, уже звучит более адекватно. Плюс там бы пришел бы еще один путешественник, это уже было бы не 3, а 4. Ну, прокрут колоды в этой, конкретно в этой колоде присутствует и присутствует на достаточно таком удобном уровне, что если же тебе не хватает карт, ты их можешь крутить при помощи этих же путешественников. А если же у тебя как бы не до прокрута, не до дрова карт сейчас в игре, то как бы это можно оставить на потом. Но как ты считаешь, за звание в Годранге эта колода могла бы потягаться? На самом деле я ее собрал, я на ней особо много не играл. То есть у меня есть такой интерес, что я люблю создавать колоды, но чтобы они работали, но как бы какой-то такого стимула добираться до Годранга у меня нет. Я больше
не в спортивном интересе, для себя так играю. Но я думаю, это колода достаточно сильная, стабильная и мобильная, чтобы, ну, до Годранга она дотянуть спокойно может, как по мне. Ну, все, значит, отлично. Значит, вот ты получил сегодня именно правильное для себя задание собрать колоду на Ах чем? ты. Мы играем против одного импостера, Ух ты. на Кайосе притом. Он, наверное, покинул наш чат, чтобы не слышать наши диалоги. Я на это надеюсь, что он Нет, добра... Ну, почему? Ага, он всё будет он будет послушать. подслушивать, он будет подслушивать. Ну, понятно. Один из плюсов Фаери, что при нынешнем посещении можно даже в ранге найти друг друга. Но меня... Я так скажу, у меня тоже колода на тритонах, но я, честно говоря, не знаю. Просто была подписана тритоны, и посмотрим, чьи тритоны будут лучше. Я не так давно не играл. Ну, в принципе, можно Очень оставить. интересно. Да, и... Но пока я вижу такие же карты, что и у Артема были, по крайней мере, из первых. Но я думаю, отличия точно будут. Ждет нас зеркалочка. Мне теперь аж интересно, кто тут одержит верх. Ну, если там, Артем, я тебе пришлю номер своей карты, и ты можешь победить. Есть варианты, скажем так. Можно попробовать договориться, да. Я так понял, когда Артем отправит достаточное количество нулей, тогда ты просто сдашься, да? Да, у меня начнется резкий незаход или микрошансы сопернику, ошибки ненужные. Ух ты, эту карту я точно не ожидал тут увидеть. Яйцо чудес, не пойму, зачем это тут надо. Ну ладно. Ладно. Ну да, с учетом того, что у тебя тритон вот этот вот 2-2, то реально зачем? Оно еще и стоит там 6 маны. Зато этому тритону 2-2 даже земли не нужны для того, чтобы ходить ману собирать по всему столу. Но вряд ли для этого стоит тратить яйцо чудес. А как это яйцо чудес работает? Можешь прочитать, пожалуйста? Оно, когда ты первый раз возьмешь не легендарное существо, яйцо чудес превратится в него. То есть это на рандоме. Да, давайте я прочту. Когда вы впервые возьмете копию нелегендарного существа, яйцо чудес превратится в его копию. Но это имеет, наверное, смысл, когда какие-то хорошие карты, мощные, условно. Я так понимаю, там может второй появиться какая-то, ну, условно, пожиратель душ. Вряд ли он появится в колоде, где 3 воды требуется. Ну, так. Плохой пример был. Артем все продумал. Да. В прошлой игре он говорил, что у него нет перемещений земли. А тут, Честно оказывается, говоря, Чтобы я это не услышал, правильно? Да, это было все запланировано, но я просто сам об этой карте забыл. Там я, наверное, скорее всего, там их не 3 копии, а скорее всего 2. Не знаю. до такой башенки в колоде, в принципе, и одной достаточно пару раз до земли подвигать, этого хватает. Чтобы где-то получить преимущество. А вот 2-2 не отодвинешь. Земли там нет. Да, и ничего страшного. Это интересно. Уплыл. Спрятался, да.
Так. Так ты меня достаешь. Ну, в любом случае. Шла игра гроссмейстеров. Мгм. Ну тут я вот свою логику скажу. Пойду я собирать, потому что передвижение дает возможность практически любую карту дотянуться до моей темы. Поэтому я сделаю вот так, наверное. И вот так еще. Все-таки яйцо чудес играет. Нет, ну сейчас мы Не, вот... не пойму, зачем его сюда засунул. Знаете, там, возможно, выпадал челлендж, что надо сыграть 3 раза яйцо чудес, и я его сюда когда-то засунул. Ну, чтобы открыть историю о карте в ежедневных заданиях. Возможно, вот так оно тут и появилось. А может быть... Ух ты. Я могу ошибаться, но, по-моему, это яйцо чудес раньше играло по-другому, нет? Нет, раньше было просто еще одно яйцо чудес, легендарное яйцо чудес, которое превращалось в первое легендарное существо, которое ты достанешь. Но его потом брали, потому что оно было сильно А там, имбовым. по-моему, была какая-то карта. Ну, я помню ее как яйцо чудес, что оно... ты ставишь его на стол, и через, по-моему, 3 хода оттуда появлялось какое-то существо. Мне кажется, М, такого не было. Не было? Я могу ошибаться. Но, кстати, между прочим, прошу заметить, яйцо чудес сыграло все-таки неплохо. А, существо нельзя ходить, да, на следующий ход только. Окей. Но оно палит карту, которую ты получаешь. Но оно ее, ну Сразу как же. палит, оно просто сразу же ее играет. То есть не сколько палит, просто добавляет копию. То есть ты получил микрошанс, микропреимущество за счет этого. Да. Теперь вопрос, как ты этим воспользуешься в свою пользу. Воспользуешься в свою пользу, да, масло масляное. Мгм. Как все дорого. Да. Кстати, вопрос, а лягушение ты ложишь в эту колоду, Артем? А тебе скажи. Не, ну у меня, допустим, лежит. У меня даже в руке есть одно. Дам спойлер. Спасибо за информацию. Но теперь Байеру не ставь, Артём, на этом ходу. Эх, а так Ну, хотелось. Байеру бы не поставил бы, Артем, наверное. Да, у меня под Байеру А, ждет, оно еще красивое в золотой праве. Там А будет вопрос золотая жаба. такой, вопрос знатокам. Если я Байеру а-ля гушачиваю мифической картой, ну, в золотой праве, получается и лягушка потом будет золотой или нет? Я честно. думаю, Или... что да, иначе тогда бессмысленно делать золотое лягушение. Ну да, Артем, поставь Байеру, давай проверим. Какие мы сегодня все экспериментаторы, но я, пожалуй, откажусь от такого. Как знаешь, как знаешь. Такой, кстати, островок Отдельный. одинокий, да. Я для тебя старался. Островок одинокий такой посреди открытого океана получился. Да. А мне опять еще одно яйцо пришло. Видимо, действительно это я выполнял челлендж. Потому что тут, ну, с нынешними картами я не вижу преимущества.
Оно да, оно получил я копию, но это существо Тритон Путешественник стоит 4 маны, Яйцо Чудес 5. Но это больше для дорогих просто колод. Это Да. не с маленькими фермерами должно играться. А вот еще и третий челлендж есть. Это с черепахами Создать можно карту, играть. где Яйцо Чудес будет играть. А, Ну, причем тут лично мне вообще черепахи? нравятся такие колоды, где ну, редкие карты Нестандартные карты используются. играют, да? Да. Но И под ты яйцо, заставляешь их играть именно еще. под яйцо чудес могу, ну так, предложить как архетип, таких колоды уже существует, на удешевлениях дорогие с черепахами. Причем, объясни, пожалуйста, свою логику, я не понимаю, к чему ты клонишь. Но там и так нужно 3 воды строить, 3 горы. А если тебе из яйца чудес вылезет черепаха, то Какая прикольно. черепаха? Ну вот сейчас Яйцо Чудес сыграло в 3 тонны ныряльщика, который 3 маны стоит, как бы. Ну и, Максим, пожалуйста, продолжи свою логику. Какая черепаха? Скажи ее название. Ну, 6-6, которая, когда ты ставишь, вытаскивает 2 карты и делает их дешевле. Ты имеешь в виду, которая 5-6, черепаха с самоцветным которая 5-6. панцирем, которая вытаскивает одну карту и дает ее копию, и их удешевляет на 2? Все верно. Ну тогда ты вообще по-другому просто сказал. Там было все мимо из того, что ты сказал. Главное, что ты понял. Ну, это, конечно, не поспоришь, но... А тут есть какие-то еще черепахи в этой игре? Но просто я тебе говорю, что ты сказал вообще другое. Ты сказал 6-6, достает две карты и удешевляет их на энное Я число. просто не играю на этих черепахах, поэтому прям точно не могу всего о них знать. Пока, Артем, ну так, из опыта предыдущих игр могу тебе сказать, что отсутствие контроля маны в твою пользу сыграет с тобой злую шутку. Твой противник собирает уже со всех колодцев и скоро еще один построит где-то, наверное. Прям сам возьмет и построит колодец. Да. Появился антисолем. А, и между прочим, все-таки продолжу, да, гнобить твою черепаху, потому что в таком случае она играть не будет, потому что то, что ты сказал, это дар. А дар при помощи яйца чудес не разыгрывается, поэтому Хорошо, у тебя... когда чудище. Ну, чудище, да. Ну, я же говорю, это для дорогих колод. Она может сыграть даже с Крогом. Там же есть, который Крога вытаскивает, да, из колоды. Яйцо Чудес вы обсуждаете? Да. Но оно не легендарную карту. Не, ну есть хорошие карты, не легендарные. Вот давайте подумаем, какие это могут быть. Да, на самом деле их много, и вы так... Ну, то есть ее на Давайте ней в можно сделать синий, колоду. Вот в синий колоде, если взять. Так, тем не менее, я потерял фланг один. Ничего, у меня сейчас есть еще шансы. Так. Пока игра достаточно равная. А, стоп, 5-4 это моя карта, да? Оказывается. Я что-то посмотрел, что земля, и подумал, что я фланг потерял уже. Ну, так, думаю. А, и там же ж эта фигня выживает. Ладно. Да нет, это просто нелегендарное вот это вот яйцо чудес, и оно играет просто хорошо на моно-синей колоде. Она прекрасно бы играла в старых колодах, то есть еще до DLC, потому что с DLC появилось много всяких приколов с дарами и с большой синергией, а это просто хорошая Ну, карта вот для... такой вопрос. Как ты думаешь, можно ли сделать хорошую колоду, чтобы сейчас она играла на, ну, с хорошим винрейтом, не минусовым, на яйца чудес? В принципе, вот даже в этой игре оно неплохо сыграло, когда
вытягивала мне 4-3 дополнительную тритона, карту. да, было Это вот неплохо. есть такие карты, я думаю, знаешь, основополагающие для твоей колоды. Ну, тот же ученик Авроры, к примеру, которых может быть больше, и ты за счет этого можешь получить его копии. Особенно играется, знаешь, там, где если с улыбкой ионы, то есть если будет колода желта, или яйцо чудес только на синюю карту действует. Нет, на все, на случайно. Тогда ты можешь, условно, у тебя висит там летуны нужные тебе, и ты их ставишь яйцо чудес, и можешь этот сделать рандом более таким, не рандомным. Это было бы прикольно в сакрах сделать. Например, вытащить стаю карасей запасную или пожирателя, но ради этого строить еще 3 озера, такое себе, конечно. Но там именно с улыбкой Ионы прям точно залетят те карты, которые нужны. Ну, кстати, между прочим, ты прав. Так можно реально Правда, себе... нет, пожиратель, он же бафается только в Ух, колоде или я руке. тут обратил на один существенный момент, как это так получилось. У меня 7 карт, у Артема 14. Как Да, это так? ты молодец в Это за этом счет плане. того, что я дропал сильно их или как? Вот только Интересно. так. Иначе не могло Так я получиться. вроде бы у меня здесь, ну, каких-то вытягивающих карт. А, была карта, это Тритон путешественник. Да, Вот, это точно. он Так, постарался. а что ты только что сделал? Как ты уничтожил его? А, я просто сломал Скоро? игру. Код переписал. Карта Чит. исчезла. Да. Я думаю, в этом поединке мы можем увидеть даже фатик. Пожалуйста, давай не будем наши надежды произносить. Так, 1-1, унизительный взор, да? Ну, раз просите. Максим, ты можешь, пожалуйста, молчать иногда? Спасибо за идею, точно. А зачем? Хотя, ну, особо ману не собирала, но так действительно комфортно. Кому Артём, как? еще тоже есть хороший ход, тебе подсказать? Не этот. Это этот? Да, я знаю. это. Взор 1-1 опять? У Максима универсальный совет. но Нет, ну, это кстати, На все случаи жизни. ну, кстати, он ну, я, больше не наверное, так и знает просто сделаю. ходов. А вот это плохо. Что же там будет? Еще один унизитель. Ну, ты прям знаешь мою любимую карту. Ладно. Какой равный поединок пошел. Все друг с другом сражаются. Очень интересно, на самом деле, получается у вас. Да, мы радостно делаем тебе контент. Так. Ух ты, Ай-яй-яй. этого я не ожидал. Я просто переживаю, что и Артем дотянет до фатика, не надо ему. Спасибо за... Но не стоило. Беспокоюсь. Не стоило. Так, что делать дальше? Угу, такое решение нашел, да? До фатика осталось. Да что ж 2 такое? карты. Я, конечно, все Отлично. понимаю. По-моему, унизительный взор себя отыграл волшебно. 3 копии. Ой, кстати, между прочим, я прошу прощения, Максим, у меня вот эта вот карта. Да, ты посмотри, сколько у меня осталось карт в колоде и сколько их там лежит.
А еще не заходили, да? Да, к А что сожалению. там хоть за карта, расскажи нам. Свети тритоном. Спасибо, Максим, что ты держишь все-таки эту стратегическую тайну. Она тебе уже ничего не принесет. Блин, Да, фатик это все ближе и ближе. Артем, давай держись, у него просто скоро карты я закончатся. и- понимаю, но мне от этого и ни всё. холодно, ни жарко. Я имею в виду, Скрепи мускулы на лице и мужественно получай в лицо. Да? Сейчас мне от этого не холодно и не жарко. И я думаю, я очень-очень думаю, что мне сейчас делать, как бы не хочется. я бы на твоем месте пропустил. Думаю, Ману ну, взял. я тоже об этом. Тоже об этом. Но просто не факт, что дальше зайдет решение Я проблемы. имею в виду не просто то, что карты закончатся и начнется фатик, а в принципе ты зачистишь стол после того, Да, как карты у него закончатся, осталось и всего ничего уже не навсего поставишь. 8 карт вообще в игре. Да что ж такое? А так сейчас нормально, что ты жалуешься? Кому нормально? Святилище ставишь, играешь жабу ниндзя. Ну, я Собираешь. вообще, в принципе, о том, что у меня осталось в колоде, это очень интересные карты. А я, Ну по-моему, и знаю и свою последнюю карту. унизительным. А это получается, если не ошибаюсь, яйцо чудес будет. Я, наверное, их сюда 3 ложил. А она мне теперь ничего не превратится, получается, да? Бесполезно будет. Наверное. О, это было несправедливо, я считаю. Ох, да. Я угадал, друзья. Ну так, буду защищаться и просто... 5 маны Так, выстрелил. стоп, друзья, у меня одно существо осталось. Хватит, друзья. Что вы творите, мужички? Что вы творите? Да, этот поединок точно стоит подписки и лайка. Я такого еще не видел. Убожество ты имеешь в виду? Ты бы сильно карты, Артем, не доставал. Я из-за этого не переживаю. А зря. Его А, фатик все кстати- равно, у меня 6 карт в запасе, так что... А владыка приливов работает, если я с вражеским тритоном его призову? Конечно. А не знаю, а может быть. Да нет, не работает. Так Да он нет, же... с дружественными, да. А, с дружественными. дружественным Ну. там указано. Это плохо. Но зато... Ну да, это плохо. Для тебя. Очень-очень классно. Хороший ход, может быть, если ты правильно его сделаешь. Да, я сейчас... Яйцо чудес сдвинешь? Нет, яйцо чудес я не сдвину. Я сдвину вот это. Это знаете, как игра, я забыл название, в пазлы, что надо яйцо чудес через это и до своего лица им дойти, короче. Так двигать землю в Да-да-да. разные стороны. Ам, Не, ну ладно, яйцо чудес тебе тут, наверное, ни к чему. А оно Ам. еще может превратиться в что-то. Не спеши Потому что разбирать. фатик. Мышка бежала, хвостиком вильнула. Ну ладно. Пускай будет пока так. Ну, ты уже, Артем, ход свой сделал. Ладно, завершишь ход, я потом. Да, Хорошо. ты имел в виду, что нужно пойти в лицо, но я тоже об этом думал, но я решил, что это будет более... Ты решил поиздеваться, да? Пускай фатига умирает сам. Да, мне это сейчас спешить. Как бы я не считаю, что один из этих вариантов был намного лучше другого, поэтому я выбрал такую стратегию. Ну, я, по идее, знаю, какие у меня 2 карты точно лежат в колоде оставшиеся. И, наверное, знаю даже 3-ю. И, наверное, это будет еще и вот эта карта. Вот это и 2 другие карты, которые
Пока говорить не хочу. Пускай соперник думает сам. Я ошибся. Ладно. Надо было воду строить под элементалем. Так. Теперь нужно хорошо думать. Так тут все просто. Я не знаю, о чем тебе думать. Кому просто? Кому просто? Но это зависит от твоей стратегии. Если ты хочешь, чтобы Ну его вот и я думаю. фатиг Надо добивал, просто посчитать, надо просто посчитать. Так, это ты сейчас получишь 3. Да. Ну тогда нормально. Можно и так. Можно и так. Ну, только, наверное, стану я вот так. Я так не могу встать. Кстати говоря. А лягушка зачем ты это появилась. чудище вытянул? Тебе что, не хватало земель воды? Да, и ты не видишь, что оно, в принципе, много пустых, это нужно исправлять. Ясно. Ай-яй-яй-яй-яй. Лягушка не золотая. Ай-яй-яй-яй. Странно. Значит, карта лягушения работает неправильно. Вот мы и проверили еще один миф Миф. о золотой лягушке из-за лягушения. Да, да. Развеиватели мифов. Ну, не знаю. Сомнительный ход был. Почему? Он огребает уже Ну, поприлично. хотя да, там две карты, если там нет больше существ, то... Ну, там есть хил, ты видишь? Как соперник. Надо было... О, Нет. очень интересная карта пришла на самый конец. Я считаю, прям 30-я лежала. Да, последняя карта в колоде у тебя, конечно, достойна Дропни Ли- карту, Артем, уравняй шанс. легендарного звания. Смотри, для тебе надо на каждом ходе сейчас еще и дропать карту дополнительно. Так... Я не понимаю, что ты делаешь. Я все равно выиграю. А так я защищаюсь. Ну, то есть он сейчас летал не наносит. Это просто... Кстати, по идее, я сейчас его даже могу и не бить, правильно? Не знаю. Такое я тоже вижу впервые, чтобы у одного из игроков не было карт ни в колоде, ни в руке вообще. Все, это, я Мне бы считаю... сейчас молот. На самом деле. Would you like some tea? Ну, поздравляю. А что ты не ударил? Потому что это сделает фатик. Поздравляю, очень интересный Поздравляю, да. поединок. Достоин как раз на третий по счету такой самый легендарный. Да, и последней картой, ты, наверное, слышал, но мы не произносили это вслух, это была Аврора сама. То есть она пришла самой последней. Мгм. Ну, интересно. А у тебя Авроры, кстати, не было или была? В колоде. Наверное, не было. Все-таки яйцо чудес ты все-таки считаешь более важной картой. Нет, я, по-моему, помню, что яйцо чудес я как раз мог и выложить, в том числе Аврору, потому что тогда надо было его разыграть, чтобы выполнить задание. Я его поэтому аж 3 засунул в колоду. Ну, как бы оно тоже себя, не считая последнего, прям, которое не сыграло. Неплохо было. Хотя и последнее сыграло как здание, оно защитило меня на 1 ход от удара в лицо. Ну да. Тоже. А вот злую шутку со мной сыграли Тритоны путешественники. Я
поздновато заметил, что моя колода уже выключена. Аж на 7 карт и вроде бы перегнал. Ну, знаешь, тут хочу сказать, Поэтому что... это, Артем, скорее всего, твоя тактика потерять полностью стол, отдать мне 4 колодца и дать тритонам путешественникам моим максимально крутить колоды. Это изначально был хитрый, продуманный на много шагов вперед план, как у шахматистов, да? Нет, ну смотри, ты сейчас как бы шутки шутишь, а если серьезно говорить, то в тот момент, когда ты хорошо выкручивал себе колоду при помощи одного и двух тритонов путешественников, ты как бы собирал действительно с 3-4 колодцев ману, и тогда был очень-очень высокое давление в мою сторону от тебя, но и тем не менее, видишь, я его перетерпел это давление тогда, когда ты выставлял по много существ, и они были сильные, то есть я это смог от этого защититься, и после этого тебе уже отвечать на мои атаки как бы по сути не было чем, а я просто То шел... есть правильно, стратегия основная твоей колоды перетерпеть? Или я что-то не так помыслил? Я говорю о том, что тебе нужно было в тот момент и заканчивать игру, а тебе не удалось это сделать, и после этого я на всех этапах своей игры шел с одинаковым темпом развития, с одинаковым темпом давления. Просто Ну вот да, без колодцев играл, я понял. Стабильность была главная. Не, я шучу, конечно. На самом деле интересная была игра. Две, как бы с одной стороны одинаковые колоды, но разная тактика получилась. Более, это знаешь, как костер, песня о костре. Мой костер там в этой игре вспыхнул ярким пламенем, но быстрее сгорел. А твой горел по чуть-чуть, тлел, но догорел до конца. ну вот, Хотя и ты тоже видишь. до фатика дошел. Да, это На этой уникальный поединок. замечательное сравнение, аналогии предлагаю, друзья, закончить наш сегодняшний видео, запись. Спасибо всем, подписывайтесь, ставьте лайки и в комментариях напишите, какую колоду, какую карту вы считаете одной из самых редких в игре и на какой стоит построить колоду. Да, всем спасибо, до новых встреч.